Всем привет! Меня зовут Юля, и я являюсь менеджером по работе с клиентами в компании Make Fortune Business Solutions. Сегодня поговорим о локальной компании, об особенностях ее регистрации, о тонкостях, а также развеем некоторые мифы. Интересно? Тогда подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео с информацией о жизни в Дубае, а также о бизнесе Voya. Итак, поехали! Что же такое локальная компания? По-другому она еще может называться local company, mainland company, материковая компания. Это самый основной вид компании, которую вы можете зарегистрировать в ОАЭ. Локальную компанию можно зарегистрировать абсолютно в любом Эмирате, но мы сегодня поговорим о регистрации локальной компании в Дубае. Регулирующим и регистрирующим органом является Dubai Economy and Tourism Department, ну или по-простому экономический департамент. Кстати, раньше этот департамент назывался по-другому – Department of Economic Development. Сфера бизнеса постоянно претерпевает изменения. И сейчас перейдем к самому главному изменению и по совместительству с заблуждению и стереотипу – локальный спонсор. Локальный спонсор или локальный партнер – это гражданин ОАЭ или это юридическое лицо, где владельцем является гражданин ОАЭ. Раньше в компаниях, занимающихся определенным видом деятельности, а именно торговлей, наличие локального спонсора с владением 51% акций, а то есть мажоритарным процентом акций, было обязательно. Несмотря на то, что локальный спонсор был спящим или номинальным, и инвестор в принципе был защищен, этот факт отталкивал многих инвесторов от регистрации локальной компании в ОАЭ. Однако с 2020 года в Дубае и только в Дубае на сегодняшний день локальный спонсор не нужен на 95% видов деятельности. Теперь этот пережиток прошлого уже не актуален. И теперь иностранный инвестор может владеть 100% акций в компании. С чего же начать? Самое главное – определиться с видом деятельности, определиться с составом участников, придумать имя компании и найти офисное помещение. Очень важный нюанс. В момент регистрации компании обязательно личное присутствие всех участников. Но можно оформить доверенность либо в ОАЭ, либо за пределами. Однако, если нет и такой возможности, всегда можно оформить доверенность онлайн. Обратитесь к нам, мы знаем как. Далее нужно собрать базовый пакет документов. Один интересный момент. Все участники компании должны иметь UID – Unified Identification Number. Как правило, UID присваивается человеку, как только он первый раз приезжает в ОАЭ. Но есть исключения. Значит ли это, если вы никогда не были в ОАЭ, вы не сможете открыть локальную компанию? Конечно же нет. Обратитесь к нам, и мы поможем открыть локальную компанию удаленно и в короткие сроки. Остановимся немного подробнее на видах деятельности и типах лицензии. Экономический департамент предлагает более 2000 видов деятельности, объединенных в разные группы простых и сложных. Важно понимать, что в одной лицензии можно объединить несколько видов деятельности, но они должны быть из одной общей группы. Например, если вы собираетесь торговать пищевыми продуктами, то вы ни в коем случае не можете добавить торговлю одеждой, ну и так далее. Лицензии, выдаваемые экономическим департаментом, делятся на несколько типов и определяются видом лицензии. Самые распространенные из них – коммерческие, профессиональные, еще выделяют промышленные и ряд других. Как правило, коммерческие лицензии связаны с торговлей, профессиональные связаны с предоставлением услуг, ну а промышленные – с производством. Ну а что по срокам? Если ваш вид деятельности не требует дополнительных согласований, то локальную компанию можно зарегистрировать за несколько рабочих дней, как правило, от 3 до 5. Кстати, о дополнительных согласованиях. Некоторые виды деятельности регулируемы и требуют получения одобрения на ведение такого вида деятельности. Например, если вы оказываете услуги в сфере медицины, то вам нужно получение одобрения от Министерства здравоохранения. Но если вы торгуете продуктами питания, то вам нужно получение одобрения от муниципалитета Дубая. Ну и, наконец, какие же выгоды дает локальная компания по сравнению с другим типом компаний Free Zone? Кстати, эти компании подробнее мы разберем в следующих видео. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Самое главное – это лояльность банков. То есть открытие корпоративного банковского счета пройдет немного быстрее и проще, потому что такой вид компании имеет хорошую репутацию и престиж. Более того, локальная компания абсолютно не ограничена по территории ведения бизнеса, в отличие от Free Zone. Это может быть территория Дубая, остальные Эмираты, страны Персидского залива, ну или в общем весь мир. Поэтому, выбирая локальную компанию, перед вами открываются большие возможности бизнеса. Обратитесь к нам за бесплатной консультацией, и мы поможем вам зарегистрировать локальную компанию быстро и качественно.
Ну и не забудьте подписаться на канал. Увидимся в следующих видео. Пока!